Всем привет! Сегодня мы будем говорить про осинские чайники. То есть, как выбрать, зачем, почему и так далее. Но прежде всего для начинающих я бы рассказал, почему используется вообще, вот, например, такой вот маленький чайник. Кладется довольно много чая в маленький чайник и не настаивается долгое время, а проливается, то есть заварка всего лишь там несколько секунд занимает. Поэтому, соответственно, маленькая такая посуда. То есть традиционно все осинские чайники маленькие. То есть даже если какой-то чайник побольше, то все равно это там никак не больше, чем 300-350 миллилитров. И подразумевается, что чайник на большую компанию. Теперь, как его правильно выбрать? То есть тут уже, в общем-то, есть разные точки зрения, то что вот для такого-то сорта чая там такие-то чайники, для такого такие-то. Но надо сказать, что это конкретно просто, скажем, то есть домыслы, да, там какого-то определенного чайного мастера или чайного специалиста, который просто считает так. То есть догмы никакой нету. Есть просто общее представление, что в осинских чайниках обычно завариваются темные чаи, то есть это, соответственно, пуэры, красные, может быть, сильно ферментированные луны. Вот. А в фарфоре, то есть в гайлане, в цладоновых чайниках, завариваются обычно зеленые чаи. Вот. Но нет догмы, реально нет. То есть многие заваривают, особенно в Пекине, например, заваривают зеленый чай в осинских чайниках. Или наоборот, на юге, там, в Фудзиане, да, там в Гайване заваривают все, в том числе и пуэр. Поэтому тут нету каких-то, что надо так, только так и больше никак. И вот я слышал, мне там сказали, то есть это все просто чьи-то домыслы, то есть заваривать можно в чем угодно, и как бы просто нужно подобрать то, что вам понравилось, то, что вам нравится, и все. По поводу очень всех беспокоящего вопроса качества глины. То есть, типа, что вот настоящая, осинская или не настоящая, не осинская, та самая дзыша, то есть пурпурная глина микропористая, или это не та самая дзыша. Надо сказать, что существует огромное количество разных видов глины и разных видов купажей из этой глины. И почти вся глина в Осине сейчас, в настоящее время, да, это глина привозная, которая там, с разной, скажем так, точкой удаленности от места производства, но привозят ее туда. Потому что глина местная уже практически вся кончилась, и чайники, которые делаются из той самой вот местной осинской глины, они стоят других абсолютно денег, но при этом есть очень много сортов глины, которые имеют те же свойства, то есть основное свойство осинского чайника, почему он ценится, да, это его, собственно, способность дышать. То есть микропористость глины. Когда вы в нем завариваете чай, соответственно, чайник согревает, во-первых, лист и держит тепло лучше, и имеет способность впитывать в себя ароматы. То есть, если вы долгое время завариваете один и тот же чай, то этот чайник способен уже потом в дальнейшем еще лучше для чая скрывать. То есть он держит в себе аромат. Даже проводили эксперимент, заваривали просто в хорошем, очень сильно работанном чайнике с пуэр, и потом заваривали просто пустой чайник. Чай из этого пустого чайника имел некий даже привкус шупуэра. Еще один момент осинских чайников очень важный — способность нарабатываться, то есть изменяться со временем. То есть глина, по мере того, как вы немного раз завариваете, она становится более звонкой, более что-то такое, как бы даже легкое в чем-то, да, то есть лучше протирается крышечка, то есть он такой там совсем-совсем звенящий начинает быть, и это действительно очень приятно им пользоваться, то есть чайник довольно сильно претерпевает изменения. И вот это, кажется, показатель тоже качества глины, хорошести чайника, то, что он так вот изменяется по мере использования. То есть чайники из такой совсем дешевой глины, низкосортной, они так вот не нарабатываются. Насчет содержания вредных каких-то элементов в осинской керамике, ходили об этом такие слухи, что вот, там вредные чайники и так далее. Надо сказать, что это имелось в виду именно, прежде всего, вот окрашенная глина. И надо сказать, что когда вы, то есть окрашивается, бывает даже после уже обжига. А в процессе обжига, когда вы
подвергаете так глину высокотемпературной обработке, там почти все вредные вещества, тот же кадмий, там, свинец и так далее, просто испаряются. То есть 1200 градусов глины в обороте, оттуда все выходит. И поэтому, в общем-то, вредность глины, ну, скажем так, сомнительна, особенно если это такие хорошие производители, проверенные и так далее. То есть мы давали такие чайники в лаборатории, проверяли, ни разу ничего такого, там, каких-то вредных примесей найдено не было. От чего зависит цена на чайник? Прежде всего, на самом деле, от мастера. То есть сейчас в Сине уже такая отработанная система. Мастер такой-то, денег столько-то. Причем бывает так, что даже, может быть, дело не только в глине, не только в том, что этот мастер прям делает что-то выдающееся, а просто в том, в имидже этого мастера. Может быть, количество учеников, там, сколько он там уже работает и так далее. Вот. Но, безусловно, конечно, известные мастера, у них чайники более качественные. Вот. Но зависимость не линейная. То есть есть начинающие мастера с отличным качеством работы, из очень хорошей глины, но при этом чайники не очень дорогие. То есть тут очень важен момент личности. В Сине существует большое количество традиционных форм, то есть разных уже принятых образцов, соответственно, чайника, которые делают разные мастера. И бывает так, что чайники внешне очень похожи, даже сделанные из той же глины, но стоят просто абсолютно по-разному. Это опять-таки тоже из-за мастера. Бывает, что чайники, тут даже не бывает, а очень распространенный вариант, когда чайник очень хорошего качества, известной формы и куча под него, соответственно, таких вот даже не подделок, а просто, ну, копий, пытаются повторить такой же чайник, но из более дешевых материалов, менее опытные мастера, то есть видно разницу и в качестве исполнения работы, и в глине и так далее. И поэтому, конечно, эти чайники, они после там в 20 раз в цене отличаются. Вот, хотя внешне они тоже были похожи, но опытным глазом довольно легко отличить, вот, соответственно, такие чайники от оригинальных. Они причем бывают абсолютно разных степеней подделки, то есть там что-то такое, что еле отличимые детали, совсем какие-то грубые, то есть разнообразие огромное, действительно. Вот. В принципе, чтобы отличить это, ну, тоже, безусловно, требуется какой-то опыт, сразу непонятно бывает. То есть хочется, конечно, во все вовлечься, но во всем нужен просто банальный опыт. То есть я сам, например, даже не могу сказать, как конкретно, точно я вот прям беру чайник и отличаю. Есть какие-то общие критерии, да, но сейчас даже так я просто взял чайник в руку, да, я посмотрел на него, я его потрогал, и мне уже все про него понятно. То есть я пощупал крышку, посмотрел там диаметрию и так далее. Вот, кстати, насчет, собственно, таких чисто внешних признаков. Ну, глина, во-первых, она вот как будто, если она хорошая, да, вы берете, она как будто бы живая. То есть она, ну, гладкая или не очень гладкая, ну, вот, сложно описать это ощущение, но, ну, приятно на ощупь. То есть глина более дешевая, она какая-то, не знаю, не такая приятная. И в чем эта приятность, я говорю, довольно сложно описать. То есть такая гладкость, некая, даже, не знаю, бывает, что и шероховатость, но все равно видно, что она хорошая, живая. Вот, это первое, то есть просто, ну, много чайников подержать в руках, это свойство начинаешь понимать. Вот, потом есть такие 3 важные критерия. Первое — это геометрия, то есть чтобы носик, соответственно, крышечка и ручка чайника были на одной линии. Да, то есть так вот смотрите сверху и видите, что они на одной линии расположены, соответственно, нет каких-то сильных перекосов. Вот, соответственно, значит, у чайника довольно высокого качества. Потом крышка. Крышка должна быть протертая идеально. То есть, если нет, вы даже вот начинаете так вот двигать, если болтанки вообще никакой нет, то это очень хорошо. Бывает, что она, ну, есть. То есть, есть даже довольно хороших чайников, но все равно должна быть минимальной. То есть, крышка может болтаться, но совсем не сильно. Если она сильно болтает, значит, плохого качества чайника. Потом, если вы заткнете дырочку, если есть такая дырочка на чайнике, бывает так, что заткнуть ее довольно сложно. Вот. Но, тем не менее, большинство чайников так это может проверить. Вы ее затыкаете, и если там, ну, там налить воду, пытаетесь его перевернуть. Вода оттуда вытекать не должна вообще. Или, соответственно, тоже не должна протекать крышка. Бывает то, что если чайник большого объема и очень широкий носик,
то, ну, даже причем чайник хороший, такого эффекта добиться не удается, но в любом случае, если это так, то есть действительно большой чайник и широкий нос, вы должны наткнуть, и оно должно утекать, но очень слабой струей, да, как исключение. Но в большинстве чайников она не должна утекать вообще. Потом, соответственно, печать мастера на дне чайника. Бывает, что печать ставится также и на ручке, бывает, что ставится и под крышкой, бывает, что и внутри чайника, и даже на дне чайника. То есть это уже зависит от мастера и его личных предпочтений. Ручной чайник, он обязательно имеет какие-то свои особенности. То есть даже если он сделан по каким-то общим образцам, как и большинство чайников, то он все равно должен отличаться. Ну, как-то его видно. Вот. Полуручные или там вообще полностью неручные чайники, их тоже видно. Они очень похожи, однообразные, более грубые. Но напоследок хотелось бы сказать про идею использования чайников для каждого сорта чая свой чайник. Это очень хорошая на самом деле традиция. То есть, как я уже говорил, чайники имеют свойство запоминать чай, то есть аромат и вкус чая, в котором заварите, впитывать его. И поэтому, если вы, например, чай заварите там только один, то, соответственно, этот чай, скажем, разом там раскрывается все лучше и лучше. Вот, поэтому это хорошо. Вот. Но надо сказать, что это тоже не какой-то догма, что только так и больше никак, что не дай бог, если вы в одном чайнике заварите все сорта, то все, вы там не имеете никакого отношения к чайной культуре, подвергаетесь порицанию и так далее. Это тоже абсолютно неправильная точка зрения. Я лично сам делаю так, то есть у меня тоже большая коллекция чайников дома, и я, соответственно, завариваю, как правило, в определенных чайниках определенные категории сортов, то есть не только там один какой-то, а категорию. То есть там, например, в этом чайнике только пуэры, темные, да, красные и, может быть, ушанские луны. В этом чайнике только зеленые, белые, в этом чайнике только там тигуанин, например, а в этом там чайнике там тайваньцы и так далее. То есть группы, не сорт. Такое использование, мне кажется, наиболее понятным, близким к реальности, да, потому что если под каждый сорт чайник, то это уже, конечно, скажем так, надо иметь очень большую коллекцию. Поэтому желаю всем приятных чаепитий и хорошего настроения. Всего доброго.